Привет, YouTube! Давненько мы с вами не виделись, но на то были причины. Как вы знаете, я живу в Республике Беларусь. Прошлое видео было как раз записано про то, какая ситуация сейчас у нас в стране. В принципе, она продолжается, развивается. Ничего особо не изменилось, только то, что силовики теперь не применяют силу. Как бы это тавтологично не звучало, но ситуация до сих пор сложная. Плюс ко всему, за вот этот промежуток времени я успел поменять работу. Теперь я работаю в продуктовой компании и также прохожу процесс онбординга, поэтому свободного времени сейчас не так много. Все мысли заняты как работой, так и событиями, происходящими на моей родине. Но все же, чтобы отвлечься, я решил записать данное видео и все-таки продолжить наше с вами обучение тестированию. В данном случае тестированию веб-приложений. Как и обещал, сегодня мы с вами поговорим о DevTools. Это специальный пакет для разработки веб-приложений. Также он используется для тестирования и встроен непосредственно в сам браузер. Будь то Google Chrome, либо же Mozilla, там уже, конечно, немножко по-другому называется этот пакет разработки. Вообще в каждом браузере он есть, но мы с вами сегодня будем рассматривать именно этот инструмент в рамках браузера Google Chrome, так как он является на данный момент самым распространенным, самым используемым. И, в принципе, все, что вы сегодня узнаете, можно применять и на другие инструменты, которые встроены в другие браузеры. Будь то Edge, который сейчас, кстати, написан на Chromium, поэтому там, в принципе, DevTools точно такой же, как и в Chrome, в Mozilla, в Firefox, в Opera, в Internet Explorer, то есть во всех этих браузерах также есть подобные утилиты. Почему мы будем с вами изучать данный инструмент, так как он достаточно распространен среди разработки, помогает именно разрабатывать веб-приложения, также тестировать их. На Chrome DevTools написана отличная документация, на основании которой вы можете также ее прочитать, изучить, узнать все фичи, которые предполагает использование именно DevTools. Поэтому я рекомендую вам также ознакомиться с ней. Ссылку на эту документацию я оставлю в описании к этому видео. Итак, переходим к делу. Как же нам вызвать Chrome DevTools? Есть несколько способов. Самый простой – это нажатие правой кнопкой мыши и нажать «Просмотреть код», если мы говорим о русском языке. Если мы говорим об английском языке, то тут будет Inspect, если я не ошибаюсь, Inspect Element, и вы можете тоже нажать и увидите Chrome DevTools. Также можно это сделать нажатием клавиши F12, тоже по дефолту. Эта клавиша вызывает все подобные инструменты в других браузерах. Точно так же вы можете вызвать данную утилиту. Как мы можем вообще закастомизить эту консоль? Как вы видите, сейчас она располагается справа. Если вы нажмете сюда на три точки, то вы можете изменить вообще ее расположение. Она может быть внизу, может быть слева, либо же вообще в отдельном окне. Например, если у вас два монитора, на которых вы работаете, вы можете просто перенести этот DevTools в отдельный монитор, на отдельный экран и работать непосредственно в самом браузере на одном мониторе и в Chrome DevTools на другом. Давайте вернемся к тому виду, который был у нас изначально. И еще один способ вызова данной консоли. Если, например, вы ее закроете сейчас, нажмете на правую кнопку мыши и нажмете «Просмотреть код», как я уже сказал, и непосредственно вам откроется HTML-файлик на том элементе, который вы хотели проинспектировать. То есть, если вы здесь нажимаете «Просмотреть код», то открывается строка, в которой прописано, как этот файлик, как этот элемент должен выглядеть на странице. Как я и говорил, про HTML и CSS мы тоже с вами поговорим, но уже не в рамках данного урока, а чуть позже на других занятиях в рамках изучения тестирования веб-ориентированных приложений. Здесь вы можете, когда открываете консоль во вкладке Elements после инспектирования элемента, посмотреть вообще, как он записан в верстке в файле HTML, просмотреть его размеры. Также есть информация про accessibility, то есть все вот это здесь будет прописано. Также вы можете непосредственно здесь изменять сам этот файлик,
И изменение в данном коде, в данном атрибуте будет непосредственно отображаться уже и на вашей странице. Например, если мы с вами просмотрим код какого-нибудь заголовка и начнем его изменять, к примеру, берем слово «мобильное», то, как вы видите, изменится и информация на самой странице. Таким образом можно тестировать, например, заголовки, когда вы вводите большое количество символов, как они будут отображаться, не будут ли они заезжать на другие элементы на странице, либо же и наоборот, если вы ведете один символ, либо вообще не ведете символ, как это тоже будет отображаться, можно посмотреть, как на UI будет отображаться данный элемент на странице. То есть это используется в тестировании. Также, если мы с вами спустимся чуть ниже, вы увидите вкладку Styles. Здесь уже будет непосредственно информация о CSS, о дизайне этих всех элементов, то есть будет описано размеры, шрифты, которые используются при написании. То есть все это можно здесь посмотреть. Паддинги, марджины, то есть все это также мы с вами немножко подробнее разберем на последующих уроках. Просто знаете, что именно вот в вкладке Styles, например, вы можете посмотреть, какой цвет был применен для того или иного элемента, какой шрифт. То есть когда вы будете тестировать именно UI, открывая какие-то макапы, шаблоны вашей страницы, которые вам предоставили дизайнеры, на них также будет указана информация о том, какие шрифты, какого размера, какие элементы, картинки должны использоваться, и вы должны обязательно проверить, действительно ли разработчик учел это при написании кода, при верстке данной страницы. То есть вы просто сравниваете, действительно ли это так и совпадает ли это с нашим непосредственно шаблоном. Также следующая вкладка – это консоль. В консоли у нас прописываются ошибки JavaScript исполнения. И вообще в этой консоли можно исполнять различные скрипты, написанные на JavaScript. То есть, как вы видите, у нас здесь есть некие ошибки, есть предупреждения о каких-то ошибках, которые могут возникнуть в дальнейшем. Мы это обязательно все должны изучать. И в случае обнаружения таких ошибок нам необходимо заводить баги в наших бэктрекинговых системах. Как это делается? Вы непосредственно пишете, при каких условиях воспроизводится та или иная ошибка, которая отображается в консоли, то есть что вы открыли, какие шаги воспроизведения, и затем копируете просто всю информацию, которая у вас есть в консоли по данной ошибке, и прикрепляете эту информацию к багу. Разработчик, уже в дальнейшем получив эту информацию, может ее обработать и узнать, в чем кроется основная причина. То есть нам, как мануальному тестировщику, особенно на уровне джуна, не нужно знать все особенности JavaScript, как он у нас обрабатывается, почему возникает такая ошибка. Это уже задача разработчика. Нам главное найти эту ошибку, ее оформить, написать отчет, баг-репорт и посмотреть, действительно ли разработчики пофиксили ту или иную ошибку. Все ошибки мы обязательно должны репортить с Severity Critical, либо же блокер, в зависимости от того, какие у вас есть Severity на проекте. Если у нас же, опять же, есть какие-то варнинги, которые в дальнейшем могут также привести к ошибкам, то они желтым цветом здесь выделены, их тоже нужно обязательно репортить, так как они в дальнейшем могут привести к каким-то серверным ошибкам, к серьезным. Поэтому тоже таким же способом, как я описал выше, мы их оформляем в наших бэктрекинговых системах, либо же в других системах, которые используются у вас на проекте. Обычно все эти ошибки прописывают сами разработчики, то есть они не используют дефолтные, но если разработчики ленятся, то тогда уже используются дефолтные ошибки, которые наш браузер может выдавать нам. Что касается этой вкладки, также здесь можно выбрать, что мы вообще можем видеть. Например, если мы убираем информацию об ошибках, то она исчезает, и мы видим только варнинги, какие-то предупреждения. Если мы добавляем, то мы это можем видеть. То есть это все тоже можно кастомайзить. То есть на досуге можете прокликать все, что здесь написано, и посмотреть, к чему это может привести. Следующая вкладка – это Sources. Здесь у нас содержится информация о серверах, к которым обращается наш клиент. То есть есть информация, которая находится непосредственно на сервере самого онлайнера, но также, например, какие-то картинки, либо же, не знаю, информация о курсах валют, возможно, медиафайлы берутся с других каких-то серверов,
Поэтому мы здесь также можем просмотреть, откуда они берутся. Здесь содержится вся вот эта информация. Я в своей работе, на самом деле, эту вкладку, наверное, не юзал еще ни разу, но вполне возможно, что у вас на проекте будут использовать и ее. Самая главная вкладка, которая вообще используется при тестировании, это вкладка Network. Здесь у нас находится информация об общении нашего сервера и клиента. Это важная вкладка, потому что здесь мы можем видеть запросы, которые отправляет клиент, и ответы, которые возвращает сервер. Все это здесь можно изучить. Мы с вами на первом занятии, посвященном тестированию веб-ориентированных приложений, сейчас ссылочка появится вверху, немножко говорили об этом, когда разбирали HTTP протокол. Но можем еще раз вернуться к этому, что вообще у нас может быть в этой вкладке. Непосредственно в XHR здесь именно у нас содержится информация о запросах напрямую к веб-серверу и загрузка самих ответов с этих серверов, которые напрямую вызывают скрипты. Это наша основная вкладка внутри Network. Также здесь есть вкладки All, то есть здесь у нас вообще запросы всех типов отображаются. Если мы говорим о JS, то здесь информация о JavaScript, который у нас запускается на странице. CSS — информация непосредственно о CSS. Image — это информация о картинках, которые у нас загружаются. Медиа — информация о различных медиафайлах, будь то видео, либо же какие-то аудиофайлы. Фонд — информация о шрифтах. Doc — это та информация, которую мы вводим в адресную строку и отправляем запрос на сервер, то есть здесь такие у нас запросы отображаются. WS — это WebSocket. WebSocket — это вообще такой протокол, который позволяет обмениваться сообщениями между браузером и сервером в режиме реального времени. То есть здесь отображаются именно вот такие вот сообщения нашего клиента и сервера. Манифест — это специальные JSON-файлы. О формате JSON мы с вами будем говорить более подробно, когда начнем тему API. Но чтобы вам просто понимать, что такое манифест, как я уже сказал, это специальные JSON-файлы, специальная информация о нашем веб-приложении для нашего браузера. И в вкладке Other у нас отображается все остальное, что не попало под дифференциацию по вот этим различным вкладкам. Возвращаясь к XHR, то есть нашей основной вкладке, в которой мы работаем в нетворке, то здесь мы видим непосредственно название нашего запроса, метод, который использует наш HTTP-запрос, статус-код, который возвращает сервер, протокол. То есть здесь у нас будет информация о версии нашего протокола. Как мы с вами помним, есть версия 1.1 и 2.0. Если вы подзабыли, опять же, можете вернуться к видео, посвященному именно HTTP протоколу, где я подробно рассказывал отличия в версиях данных протоколов. Type, понятно, это будет XHR. Initiate — это файл или сайт, который инициировал данный запрос. Size — это размер. Также здесь есть time — это время на обработку. И waterfall — это показывает, как у нас вообще развивались события. Если мы с вами посмотрим на строку состояния, то здесь мы с вами можем увидеть, сколько времени вообще было потрачено на отправку запроса и на получение ответа от сервера. То есть можно это все тоже анализировать для того, чтобы понимать, есть ли у нас какие-то проблемы с производительностью. Также здесь есть такой чекбокс, как Disable Cache, то есть мы отключаем сохранение кэша на данной странице. Это нужно для того, чтобы мы с вами при тестировании, когда отправляем какие-то запросы, не использовали те данные старые, которые могли как-то повлиять на дальнейший исход нашего с вами какого-то действия. Поэтому кэш отключают. Preserve log — это запись нашего лога, то есть логирование процесса. Опять же, для того, чтобы если у нас есть какие-то ошибки, которые появляются в результате нашей работы, мы могли сохранить этот лог и передать его разработчику для его дальнейшего анализа. Также есть возможность имитации различных условий, то есть мы можем выставлять так, как будто бы у нас быстрый 3G интернет подключен, либо медленный 3G, либо вообще мы в режиме офлайн, что вообще будет происходить с нашей страницей, какие статус-кода будут посылаться. То есть все это можно здесь настраивать, выбирать. И не нужно, например, подключаться специально к какому-то выделенному сетевому адаптеру, который использует
к примеру, 3G, либо 4G, либо Wi-Fi. То есть здесь мы это можем настроить. Также есть здесь кастомные какие-то настройки, которые можно самостоятельно добавлять для того, чтобы имитировать работу различных соединений. Следующая вкладка — это Performance. Эта вкладка необходима для того, чтобы мы с вами вообще следили за быстродействием работы нашего сайта. Как это делается? Например, смотрите, если мы с вами запускаем здесь процесс записи того, что происходит в процессе работы нашего сайта, например, мы нажимаем Record, обновляем нашу страницу и нажимаем Stop. Немножко подождем, пока происходит процессинг того, что происходило. И здесь вы сможете увидеть информацию о том, вообще за сколько времени происходили те или иные процессы на нашем сайте, как они могли отразиться на нашем перформансе. В дальнейшем у вас появляется такая вот диаграммка, где есть различные соотношения тех или иных процессов по времени, сколько они занимали. Это все тоже можно анализировать. Если мы будем говорить об этой диаграммке, что на ней указано. Если мы говорим о лоудинг, это время загрузки нашей страницы, скриптинг — это время работы скриптов на нашей странице и каких-то математических расчетов. Рендеринг — это время процесса рендеринга, то есть расположение слоев и блоков на нашей странице бесцветных. И пейнтинг — это уже когда у нас эти бесцветные слои и блоки раскрашиваются, то есть сколько времени на это необходимо. System — это некие системные процессы, idle — это время бездействия вообще, которое у нас было за время нашей записи. Чем это хорошо? Тем, что мы можем проанализировать, сколько времени было потрачено. Например, если у вас есть какие-то стандарты того, что на загрузку у вас должно быть потрачено столько-то миллисекунд, и вы понимаете, что вот в процессе перформанс-тестирования это время у вас увеличилось очень сильно, значит, что-то на это повлияло. Вы это должны проанализировать, либо же, если у вас недостаточно знаний для этого анализа, вы можете попросту сохранить информацию о том, как у вас происходил вот этот процесс загрузки страницу. Это делается легко, то есть вы просто сохраняете нажатием вот этой кнопки и потом отсылаете это разработчику, например, в баг-репорте каком-то, то есть вы указываете, что у вас время загрузки страницы сильно преувеличено по сравнению, например, с какими-то эмпирическими данными, которые у вас были получены раньше. И он получает этот файл, может его обратно к себе загрузить. Так, наш файлик, вот он. Он его загружает, и у него также отображается вся та же информация, которая вот у вас была в браузере в тот момент, когда вы запускали этот процесс записи перформанса того или иного ресурса. И он все это может видеть, проанализировать, посмотреть, понять вообще, может быть, это вообще зависит от браузера, что вообще происходило, что влияло на процесс загрузки, рендеринга, скриптинга, все вот это он может просмотреть. Плюс ко всему здесь опять же можно имитировать какие-то процессы, связанные с скоростью интернета, либо его полным отключением, либо же замедлением работы нашего CPU. То есть все это тоже можно здесь сделать. Еще одна такая вкладка — это Security. Здесь вы можете посмотреть вообще, какие у вас протоколы применяются на той странице, которую вы тестируете. Секьюрные ли они? То есть, как мы знаем, есть два типа протоколов. Есть HTTP и HTTPS, которые у нас в основном используются в сети интернет для отображения той или иной страницы. Если мы говорим про HTTP, то этот протокол не защищенный и потенциально небезопасный. Если мы говорим про HTTPS, то этот протокол защищенный, шифрованный. То есть здесь уже используется сертификат SSL. И также вы можете посмотреть эту информацию вот именно в вкладке Security, какой у вас протокол используется, просмотреть сам сертификат, информацию о том, действительно он или нет. Если же бы у нас здесь использовался протокол HTTP, то была информация выделена красным цветом, написано о том, что этот протокол не безопасен потенциально. И при загрузке страницы у нас бы отображалась такая информация, вы уверены в том, что вы хотите использовать небезопасное подключение. Почему важно открывать вкладку Security и проверять это, так как зачастую на некоторых сайтах используется информация с других сайтов, с других серверов, на которых уже может использоваться HTTP протокол, который небезопасный. И, например, если у вас на проекте есть какая-то финансовая информация, пароли, адреса, явки,
то небезопасно передавать эту информацию через HTTP протоколы. То есть, когда вы изучите эту информацию, увидите, что у вас есть действительно такие сайты, к которым обращается непосредственно тот ресурс, который вы тестируете, и эти сайты используют протокол HTTP, вы также должны сообщить об этом разработчику, что используется потенциально небезопасный протокол на вашем сайте, и нужно что-то с этим делать. Возможно, у вас на проекте есть некоторая договоренность, требования, в которых этот протокол HTTP прописан, что мы можем его использовать на других ресурсах. Но опять же, если этого нет, лучше еще раз переспросить у разработчика, у бизнес-аналитика, у продукт-оунера, действительно ли можно использовать этот протокол непосредственно на данном сайте и не является ли это проблемой. Это то, что касается вкладки Security. Когда вы будете, к примеру, практиковаться с DevTools, то я думаю, что обязательно посмотрите вкладку Security на различных ресурсах, и тогда будет видно, когда у нас используется HTTP протокол и что непосредственно показывается в этой вкладке. Также помимо основных вот этих вкладок, которые мы с вами сегодня рассмотрели, есть еще вкладки, которые непосредственно относятся к расширениям, которые используются в браузере, но рассмотрение данных вопросов не входит в рамки данного урока, и в принципе вам не нужно будет для вашей работы использование этих вкладок. Также хотелось бы отметить, что вот на этой панели в DevTools есть еще дополнительные кнопки, которые также упрощают работу тестировщика. Например, можно проинспектировать элемент, как я уже вам сказал. Это можно сделать просто нажатием правой кнопки мыши на какой-то элемент и просмотреть код. Либо же можно нажать вот на такую стрелочку и навести на тот элемент, который вас интересует. И здесь будет уже тоже содержаться информация об этом элементе какая-то основная. Плюс ко всему, если вы нажмете, то вас перекинет сразу на строчку в HTML, которая описывает данный элемент. Также очень удобно для, например, мобильного тестирования, либо же, если вы вдруг знаете, что у вас будет использоваться Mac для вашего сайта, здесь можно настраивать различные разрешения различных устройств. То есть можно выбрать, например, какие-то предустановленные, например, Pixel 2. Он автоматически вам прорисует то разрешение, которое используется в Pixel 2 смартфоне. И можно посмотреть, как эта страница будет отображаться на экране данного смартфона. Это очень удобно, если у вас, например, нет мобильной лаборатории, но необходимо протестировать на каком-то разрешении специфическом, тогда вы можете все это здесь настраивать. И опять же, здесь можно имитировать различные соединения, скорость соединения. Также можно посмотреть, как себя будет вести страница, если мы перевернем телефон, там в вертикальном положении, в горизонтальном, то есть все это тоже можно здесь посмотреть. Также хотелось бы вам рассказать о том, что вы можете имитировать работу различных сенсоров, которые могут использоваться в мобильных устройствах. Это делается тоже очень просто. Мы нажимаем на 3 вот эти точки, нажимаем More Tools и выбираем сенсоры. И здесь у нас есть сенсор, например, GPS мы можем посмотреть, то есть настроить так, как будто бы у нас устройство находится в Лондоне, в Москве, в каком-то другом городе, то есть все это можно здесь кастомайзить. Также можно имитировать работу акселерометра, тоже там же можно найти это. Также есть интересная возможность подключения нашего мобильного телефона напрямую к нашему компьютеру и использования Chrome DevTools и просмотра экрана этого телефона непосредственно в нашем Google Chrome. Это больше относится к мобильному тестированию, поэтому в рамках данного урока я не буду вам об этом рассказывать. Если вам все-таки интересно узнать, как это можно провести и как можно подключить телефон и использовать Chrome DevTools с помощью нашего компьютера, ноутбука, обязательно пишите об этом в комментариях. Я расскажу об этом тогда в видео, посвященных тестированию мобильных приложений. А на этом у меня, пожалуй, все. Сегодня мы с вами продуктивно поработали, узнали о таком инструменте, как Chrome DevTools, какие там есть вкладки, как их можно использовать при тестировании. Надеюсь, что данное видео было вам действительно полезным. Если да, то оставляйте свои лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на данный канал. Мне очень важна ваша поддержка. Нас уже больше 300 человек. Мне очень приятно, что данная тема интересна такому широкому кругу зрителей. Назовем вас так.
Мы с вами занимаемся благим делом, учимся. И я надеюсь, что эти знания в дальнейшем помогут вам все-таки стать более уверенным в тестировании и найти свою первую работу. Увидимся с вами совсем скоро. Милости прошу к нашему шалашу. Пока!